Добрый вечер, дамы и господа. Прошел сегодняшний день. С утра мы поймали одного судака товарного размера. И он на данный момент представляет вот такое вот зрелище. Хе из свежего судака. Мы поужинали. К этому хе мы приготовили вот такую замечательную жареную картошечку. Мы поужинали. На аперитив было раз и было два. Так что наше приключение на Ахтубе продолжается. Сегодня был день второй. Помимо судака на вечернем выезде мы поймали 3 карасей. Средний вес карася полкилограмма. Видео будет прилагаться. Представляем вам вторую часть нашей рыбалки. Здесь вечер второго дня, 3-4 день. Рыбалка получилась, вернее видеозапись получилась скомканной, потому что троллинг мы не снимали. Как-то вот так вот у нас вышло, что, те видеокадры с рыбалки, которые есть, смотрите, оценивайте, ставьте лайки, дизлайки и прочее. Пишите комментарии. Такую рыбу мы еще не ловили. Ловили, она сошла. И сазанчик. Какой светленький, беленький. А рукой фиг обхватишь. Да, про такого не скажешь, карасишка. Карась. Карась обычный, ахтюбинский. Рукой не возьмешь. Вот такая вот рыба-красава. Вот так выглядит рыба красава. Карасяндра обыкновенный. Ахтубинский. Кто ты? Кто ты? Карасяндра. Очередной. Че, мальчар сидел? Не дергался. Ну,
тихо себе там сидят. Ну, кто тут у нас? Кто тут у нас? Опа, это у нас сом на джиг. Сом, подожди. Да я сама так возьму. Вот так вот. Брось. Давай, снимай. Вот такой вот друг-собрат, которого отдай. Усатый. Вот он, усатик. Ну, в принципе, малой, но мы его съедим. Здравствуйте, дамы и господа. Вот такая вот красота здесь, недалеко от Селитренного. Люди все едут на лотосовые поля в дельту Волги. Оказывается, стоит поспрашать местных, и можно найти красоту, никуда далеко не уезжая. Это район Селитренного. Геолокацию, кому будет интересно, пишите в личку. Геолокацию скину. То есть места знаю. Кто будет в этих краях и не хочет ехать в дельту Волги, а хочет посмотреть на лотосы, пощупать, понюхать. Период цветения лотосов 15 июля. начиная с 15 июля и по конец августа. Они уже отцветают. Ну вот здесь вот такая вот прелесть. Вот они стоят в водичке. Мы сейчас аккуратненько доберемся. Ой, тут топляк. Сильно топляк. Но я постараюсь все равно показать вам. Да. Вот такая вот цветок. Обалденный. А запах. Ребята, вы не представляете, насколько это классно пахнет. Это шикардос. А тут уже есть и спелые орешки. Сейчас попробую достать. Ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Так, сейчас. Мне надо закрепить свою обувь, чтобы я ее не потерял. Не знаю, насколько они спелые, но орешки черненькие. Ой-ой-ой. Не, там болото. Туда зайти нереально. Туда дотянуться нереально. И все это вот такая вот прелесть. Вот такие вот заросли. Сейчас я сделаю. Ай-яй-яй. Тапочки главное, самое главное не потерять тапочки. Так, тут все орешки зелененькие.
Говорят, они очень вкусные. Местные на них настаивают водку. И прочее. Вот так вот выглядят спелые орехи лотоса. То есть это семена. Нет, я не смогу забраться дальше. К сожалению, это болото. Без лодки здесь делать нечего, но здесь можно дойти ногами. Ой. Грязь, грязь, грязь. Почему? Вот. Я хотел тебе подарить. Нельзя, Вань. Штраф. Ладно. Ой. Вот такие вот заросли. Лист всегда чистый. Водонепроницаемый, и мало того, что он всегда остается чистым. Вот такая вот прелесть. Как всегда, я начала снимать, ждала, когда Вот такая вот прелесть. Мацак не достали. Сейчас достанем. А как? Есть такой красавец. Красава. Сошел, что ли, блядь? Нет. Извините за мой французский. Надо вставать. Надо вставать. Это уже не карась. Это уже не карась. О, Это уже рыжий хвост. это уже рыжий хвост. Это уже рыжий.
конопатый. Не крупный, но сазан на кукурузу. Отдай. Отцепись. Блять. Оборвал. Еще что ли? Сазан или нет? Нет. Карась. Крупный. Ой. Не ушел. Сошел возле лодки, но не ушел. Добрый вечер, дамы и господа. Вот и закончилась наша рыбалка на базе Золотой Плав. Мы провели 4 дня. Конечный результат: рыбалка в принципе достаточно неплохая. В улове у нас 5 судаков, 2 щуки, 1 сомик. На грани дозволенного, но в норме. Получается 2 сазана и больше десятка карасей. Основная рыбалка, ну, получается, мы получили отдых. Мы едем не за рыбой, мы едем отдыхать. Отдых удался на ура. Я этому очень рад. Жалко, что очень мало времени. Всего 4 дня. Провели на воде. В какой-то степени даже неохота отсюда уезжать. Но так сложилось, что такие погодные условия. Здесь на Трехречье, на Нижнем Трехречье, дула сильная моряна, так называемый южный ветер, очень сильный. В этот момент, кроме мирной рыбы, не клюет ничего. Вобла нам была не нужна, мы ее не ловили. Если бы мы захотели, то воблы бы было вагон. А так, в принципе, рыбалкой я полностью доволен. Полную версию видео смотрите на моем YouTube канале. Все это будет. Добрый вечер, дамы и господа. Ну все, собираемся домой. Последний вечер на базе. Мы упаковали наш улов, который мы везем с собой в Челябинск. Я думал, в конечном итоге, из-за того, что было не клево, очень не клево, рыба не клевала, я думал, мы домой поедем практически пустые. Но, как показала практика, наш автомобильный морозильник общим объемом 42 литра. А выглядит он вот так. То есть он практически битком. Конечный итог: мы едем в Челябинск с полным морозильником рыбы. Мы, как говорится, хотели больше наловить судака, берша, то есть оторваться по хищнику. Но в конечном итоге мы отловились по карасю и сазану. Конечно, хищник присутствует, есть щука, сом, судак. Берша нет, окуня нет. Пёсель, помаши хвостом, дай голос, дай лапу. Лапу дай лапу. Дай лапу мне. Лапу дай лапу. Эх ты, балда.
Вот, друзья, дамы и господа, закончили мы рыбалку. Собираемся полностью ехать домой. Можно протиснуться. Вот такой здесь парк лодок. На таких лодках катаемся с такими вот моторами. Вот эта лодка была наша. 4 дня она нам служила верой и правдой. То есть лодочки есть, в прокат предоставляют за разумную цену. Лодка с мотором 1300 рублей в сутки. Вот. В конечном итоге вот такая вот история. Ладно, будем прощаться с этой базой. И поедем в сторону дома. Лодки Винбоут 45-е, цельносварные. Люди на воде. Все? Да, держи пока, сейчас мельком снимем базу. Вот как дорогу до базы. То есть на самом деле причал организованный, лодки предоставляются. До причала можно добраться своим ходом. Да, база находится не на самом берегу, не у Резова. Вот такая вот дорога до базы, по которой можно проехать на собственном автомобиле без особого зазрения совести. На базе сколько ты насчитала домиков? Около 10. 10 домиков двойных. Ну, получается, на 6 человек. В среднем на 6 человек. Комната, получается, комнаты на 3 человек. Есть домик VIP. Основная масса домов эконом. Есть один домик VIP, который стоит, эконом номер стоит 1800 за сутки. VIP стоит 6000 за сутки. Но там отдельный туалет, не общий, отдельный душ. Здесь у нас это, но душ, туалет, скажу, в принципе, все чистенько, все убирается. Никаких запахов, лишних ароматов, все хорошо. Хорошая столовая здесь. Да? Кто хочет, может заказывать питание. Все, поехали с базы. Сейчас еще 7 километров по степи до асфальта. А там уже по асфальту двинемся в сторону дома. Вот мы и движемся в сторону дома. Мы уже подъезжаем к Волгограду. То есть мы находимся, город называется Средняя Ахтуба. Ну и тут из таких видных по трассе достопримечательностей вот такой вот истребитель. Едем дальше.